Удар по украинскому ЗРК «Патриот». НАТО признает потерю. Когда и где россияне смогли добраться до ПВО, которое сбивало российские кинжалы? Нападение на Бундестаг в Берлине говорят о госперевороте. Кто готов взять в руки оружие против немецкого правительства? На ножах Венгрия продолжает обвинять украинский ТЦК в убийстве венгра во время мобилизации. Украина дает свой ответ. Дерзкие заявления Киева и Будапешта. Рекордные пенсии. Германия на пороге новых изменений. Какие суммы скоро начнут капать в карманы немецких пенсионеров? Детали. Расширение НАТО на восток, передача Украине вооружения, отказ Киева от своих территорий. Как Банковая реагирует на озвученные условия? Срочное решение Путина. Что задумал Кремль и как ответил на новые условия Белого дома? Подпись под историческим соглашением. Украинцы готовы к остановке войны, а в НАТО признают дефицит боеприпасов. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Германии задержали 3 человек, которые могут быть причастны к подготовке госпереворота. По версии следствия, задержанные предположительно участники движения рейхсбюргеров, известного как «Граждане Рейха», представители которого в декабре 2022 года пытались совершить нападение на Бундестаг. Об этом говорится в заявлении баварской полиции. Их подозревают в принадлежности к террористической организации, целью которой является насильственное свержение государственного строя. Обыски прошли в Баварии, Саксонии, а также в Тюрингии. 3 задержанных, как и другие предполагаемые сторонники группировки, говорят правоохранители, участвовали в тренировках по стрельбе из пистолетов и длинноствольного оружия в апреле 2022 года на бывшем стрельбище Бундесвера, недалеко от Байройта в Верхней Франконии. Следователи полагают, что учебные стрельбы свидетельствуют о возможной подготовке к нападению на парламент ФРГ. Дело о гибели венгров ТЦК на Закарпатье сдвинулось с места. Госбюро расследования Украины опровергло обвинение Будапешта о том, что Киев отказался расследовать обстоятельства смерти украинца венгерского происхождения Иосифа Шебештиня. В ГБР заявили, что подобные утверждения – манипуляция, поскольку еще в начале июля Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны зарегистрировала уголовное производство. Расследование передали подразделению территориального управления ГБР во Львове. Официально следствие утверждает, мужчину призвали на военную службу 14 июня 2025 года в городе Мукачево Закарпатской области. В тот же день мобилизованный прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе. Через 4 дня после мобилизации Иосиф Шебештин сбежал из воинской части и обратился в психбольницу. По информации ГБР, мужчина жаловался врачам на плохое самочувствие и заявил, что у него травма головы с подозрением на сотрясение мозга. Медики не обнаружили у пациента каких-либо серьезных нарушений. 6 июля стало известно, что мобилизованный умер в больнице. Во время неотложных следственных действий и осмотра тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было. В рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила никаких признаков насильственной смерти. Расследование продолжается. Напомню, в прошлую среду министр иностранных дел Венгрии Сиярто заявил в эфире программы «Час воинов», что Украина не расследует смерть призванного венгра из Закарпатья. По его словам, отказавшись раскрывать это дело, украинские власти фактически признали, что в их стране насильственный призыв с избиениями, вплоть до смертельных, является, далее цитата, институционализированной, признанной, предписанной и реализуемой государственной практикой. Конец цитаты. Ко всему, Венгрия ввела санкции против 3 высокопоставленных украинских чиновников. Правила игры изменились. Путин прижат к стене, но не может признать это публично. Такие мнения можно найти в статьях западной прессы о предстоящей встрече Путина и Трампа. В частности, об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на политических аналитиков. По их мнению, именно по этой причине Путин и не против личного диалога с Трампом и захотел этого диалога за 2 суток до того, как Белый дом мог
ввести вторичные санкции. В то же время в материале приводится и другая точка зрения. Прямые переговоры полностью соответствуют интересам Путина. Он ловко избежал выполнять требования Трампа, но при этом сядет с ним за стол переговоров. И предстоящая встреча – это разговор через головы европейцев, уточняет Бильд. А вот Bloomberg пишет о том, что Зеленский и Европа затаили дыхание. Президент Америки может пойти на большие уступки. Зеленский и его европейские союзники опасаются, что Путин может убедить Трампа пойти на слишком большие уступки при заключении соглашения. У них также множество сомнений относительно того, как будет обеспечиваться выполнение любого соглашения и какие гарантии безопасности получит Украина. Точкой, где может быть согласована сделка между Москвой и Вашингтоном, вероятно, станут Объединенные Арабские Эмираты. Именно о них говорил Путин накануне, когда встречал в Кремле президента этой страны. За закрытыми дверями во время этого диалога на повестке была война в Украине. Безусловно, для нас очень важно обменяться с вами мнениями сегодня по ситуации в регионе, в сфере международной безопасности. Ну и мы активно взаимодействуем на самых различных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций. Ну и вот вы совсем недавно в полномасштабном формате присоединились к работе БРИКС, подписан договор с Евразес. Зеленский при этом на этой неделе уже дважды призвал остановить войну. Накануне он повторил, что желание завершить войну выражает не только он, но и союзники. При этом дал понять, что переговоры о мире в Украине не могут состояться без участия европейцев, ведь война идет в Европе. Далее заявление из Киева. Все решения, которые будут приниматься, чтобы завершить эту войну и гарантировать безопасность, действительно касаются всей Европы, а не кого-то одного. Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами о наших разговорах и встречах, чтобы согласовать все позиции, а также о работе каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Зеленский готов к уступкам. Украина согласна на фактическое признание территориальных приобретений России. Статья о том, что предложили США Москве, накануне была опубликована в польском издании ОНЕТ. Согласно его информации, план США предусматривает установление перемирия в Украине, но не полноценного мира. Предполагается фактическое признание территорий, оккупированных Россией, пишут авторы материала, уточняя путем отложения решения этого вопроса на 49 или 99 лет, а также снятие большинства санкций, введенных против России. При этом ОНЕТ не раскрывает источники своих данных, но утверждает, что предложение было согласовано с европейскими странами. Кроме того, в пакете предложений США нет гарантий того, что НАТО не будет расширяться и что военная помощь Украине не будет передаваться. В Киеве уже отреагировали и, по сути, опровергли информацию из резонансной статьи. Советники Зеленского заявили, что Уитков и Ушаков вряд ли говорили с журналистами этого польского издания и вряд ли раскрывали им такие подробности. Нью-Йорк Таймс при этом пишет следующее, предлагаю послушать. Трамп не предоставил деталей о том, почему он считает, что Путин может быть готов изменить свою позицию. Также неизвестно, что Путин мог сказать специальному посланнику Белого дома Стиву Уиткофу на их встрече в Москве в среду, чтобы предположить, что прямые переговоры могут привести к прорыву. Это оставляет украинцев в состоянии неопределенности, пока война бушует как на фронте, так и в городах и поселках, которые подвергаются ежедневным атакам. Советник и помощник Путина Дмитриев все же надеется на исторический прорыв. Он объяснил, чем выгодна Кремлю встреча с Трампом. Тот саммит между руководством России и США, который планируется, надеемся, на следующей неделе, это, безусловно, может стать важным историческим событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа. И надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе и в экономическом направлении. А Трамп, судя по всему, выдвинул ультиматум Путину. Западная пресса пишет, что Москве поставлено новое условие. Путин должен согласиться на встречу с Зеленским. Трехсторонняя встреча стала бы большим шагом к завершению войны в Украине. Ни один другой мировой лидер, включая бывшего президента Джо Байдена, не смог посадить за один стол двух воюющих сторон с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Однако Кремль по-прежнему сопротивляется идее встречи Трампа с участием Зеленского.
О сопротивлении заявил лично Путин. Он дал понять, что потенциально может встретиться с Зеленским, но условий для этого сейчас нет. Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко. Уже после появления этих публикаций слово взял Трамп. Он дал понять, что для его встречи с Путиным нет никаких предварительных условий. Вновь повторил, что разочарован Путиным, а на вопрос, когда же будут введены новые санкции, дал понять, что все зависит от действий Кремля. Большая часть украинцев готова к потере территории. Украинские граждане рассказали, на каких условиях должен настаивать Зеленский, договариваясь с Путиным об окончании войны. По данным соцопроса Киевского международного института социологии, большинство респондентов, 54%, заявили, что поддерживают совместный план Европы и Украины, в рамках которого Киев получает надежные гарантии безопасности от западных союзников. Также этот вариант сделки предполагает, что Москва сохраняет контроль над взятыми под ее контроль территориями, но Украина и мир официально этого не признают. В то же время 76% украинских граждан категорически против мирного плана России, который предлагает Россия, который, по мнению респондентов, фактически означает капитуляцию Киева. Плану Трампа доверяют при этом 39% опрошенных. Напомню, ключевые предложения президента США – это признание Крыма российским и сохранение контроля Москвы над территориями на востоке Украины. Известнейший зенитно-ракетный комплекс «Патриот» оказался под ударом российских войск. Дефицитный комплекс стал мишенью россиян несколько месяцев назад. И, как итог, Германия признала его непригодным из-за полученного повреждения. Впервые так официально и открыто об этой проблеме рассказал генерал-майор НАТО Майк Келлер, координатор поддержки Украины от Североатлантического альянса. В интервью немецкой прессе он заявил, что, несмотря на заявление Берлина, радиолокационную станцию удалось восстановить и вернуть на поле боя. Но на поле боя, по словам Келлера, уже не едут немецкие танки «Леопард». В нынешней фазе войны значение танков в Украине снизилось, в первую очередь из-за активного применения дронов, на которых Украина и Россия делают акцент. Тем не менее, танки продолжают быть необходимыми, и поставки идут, например, недавно из Австралии, говорит генерал НАТО. Он заявил, что Украина по-прежнему нуждается в большой поддержке со стороны Альянса, в частности, в артиллерийских боеприпасах, которые стали дефицитом и для Запада. В приоритете также средства ПВО, но сроки поставок очень долгие. Именно поэтому приходится ремонтировать то, что могут повредить российские войска. Мы добились больших успехов. Пример: несколько месяцев назад одна из радиолокационных станций комплекса «Патриот» получила серьезное повреждение. Промышленность в Германии признала ее полной потерей. Сроки замены – годы. Мы не смирились. В Висбадене мобилизовали специалистов ВВС, настоящих мастеров. Они работали по 16 часов в день с понедельника по субботу. В июле РЛС вернулась в Украину. На прошлой неделе был первый перехват с ее участием. Келлер говорит, что НАТО добивается того, чтобы Украина выиграла в войне. Но что такое выигрыш Украины? На этот вопрос нет окончательного ответа, говорится в материале. При этом Альянс попытается сделать все, чтобы улучшить позиции Киева. Уточню, Келлер говорит, что РЛС «Патриота» была повреждена несколько месяцев назад. Украина этого не подтверждала. А россияне сообщали об ударе по ЗРК в мае и июле этого года. Но доказательств не публиковали. Азербайджан и Армения, которые имеют сейчас напряженные контакты с Россией, при этом враждуют, ставят подписи под историческим соглашением с Трампом. Об этом сообщает Рейтер. Речь о рамочном соглашении о мире, которое дает эксклюзивные права США на развитие стратегического транспортного коридора через Южный Кавказ, пишет Рейтер. Коридор будет называться «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». Мирное соглашение может радикально изменить ситуацию в Южном Кавказе, регионе, богатом энергоресурсами и соседствующим с Россией, Европой, Турцией и Ираном. Этот регион пересечен нефтегазопроводами, но раздирается закрытыми границами и давними этническими конфликтами. По мнению представителей США, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может стать толчком к переговорам о вступлении Азербайджана в соглашение Авраама, серию нормализационных договоров, которые Трамп заключил в свой первый президентский срок между Израилем и 4 мусульманскими странами.
Пенсионный переворот в Германии. Правительство страны решило закрепить пенсии на уровне 48% от средней зарплаты как минимум до 2031 года, пишет Bild. Сейчас средняя нетто-зарплата в Германии, то есть уже с вычетом всех налогов, составляет 2700 евро в месяц. Это значит, что фактически пенсионеры будут получать половину этой суммы. И если уровень зарплаты будет расти, то будет расти и пенсия. Также правительство намерено увеличить пенсии матерям, чьи дети родились до 1992 года. Им будут доплачивать около 20 евро в месяц за каждого ребенка. В материале Bild говорится, что министр труда Барбель Бас довольна таким решением, и, по ее словам, пенсия в Германии остается стабильной и справедливой. Однако немецкие экономисты так не думают и называют пенсионную реформу еще одним примером недальновидной политики в пользу пожилых избирателей. Общая стоимость реформы, по их подсчетам, достигнет почти 49 миллиардов евро уже к 2031 году. И платить за это будет работающее население из своих зарплат. Напомню, сейчас средняя пенсия в стране чуть больше 1100 евро в месяц. Друзья, подписчики, а что вы думаете о такой заботе о пенсионерах и уровне их пенсий? Хватает ли вам пенсионных выплат в ваших странах и что можете себе позволить? Поделитесь своим личным в комментариях под этим видео. Спасибо, и также не забудьте подписаться. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Опять же, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!